Харе Кришна, дорогие преданные, мы рады приветствовать вас на канале Русская Санга. И сегодня вечером у нас с вами класс по Шримад Бхагаватам, который проведет Его Милость Партха Прабху по стиху 1.3.35. Третья глава Шримад Бхагаватам, которая называется «Кришна – источник всех воплощений». Partha Prabhu, we are so happy to see you today and to have your association, your kind association, and you have the floor. Thank you very much. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we will read from Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Text 35. Сегодня мы будем читать из Шримад Бхагаватам, первая песня, 3 глава, текст 35. Evam janmani karmani kartur janasyacha varnayanti smakavayo veda guyanti hritpate. So if you'd like to read the word for word, translation and purport, please. Пословный перевод. Эвам, так, джанмани, рождение, кармани, деятельность, и определенно, акартуха, бездействующего, аджанасья, нерожденного, ча, и варнаянти, описывает, сма, в прошлом, каваях, ученые, ведагуихьяни, которые не раскрываются в ведах, Хритпатех, господин сердца. Перевод стиха. Так следующие люди описывают рождение и деятельность нерожденного и бездействующего, которого не обнаружил. Он Господь сердца. What, did I lose you? Or are you... Sorry, do you want to read the translation and purport? Okay. Комментарий Его Божественной Милости. Комментарий Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. По природе и Господь и живые существа полностью духовны. Поэтому они вечны. И ни для Него, ни для них не существует рождения и смерти. Разница между ними лишь в том, что так называемое рождение и уход Господа отличны от рождения и смерти живого существа. Живые существа, которые рождаются и снова умирают, связаны с законами материальной природы, но так называемые явления и уход Господа не имеют отношения к деятельности материальной природы. Они проявления его внутренней энергии. Великие мудрецы повествуют о них, чтобы открыть людям дорогу к самоосознанию. Господь говорит в Бхагавад-гите, что его так называемое рождение в материальном мире и вся его деятельность трансцендентна. Просто размышляя об этих деяниях, можно прийти к осознанию Брахмана и тем самым освободиться из материального рабства. В Шруте говорится, что это только кажется, что нерожденный рождается. Всевышний не должен ничего делать, но поскольку он всемогущ, все совершается им естественным образом, как бы само собой. На самом деле явление и уход Верховной Личности Бога, а также различные виды его деятельности – это тайна, которая не раскрыта даже в ведических писаниях. И все же, даруя обусловленным душам свою милость, Господь являет их. Мы должны постоянно обращаться к повествованиям о деятельности Господа, которые представляют собой наиболее удобную и приятную форму медитации на Брахмане. I've read the purport. I'm sorry, did you say you finished the purport? Yes, right. Okay, I'm just going to read the translation once more. Thus, learned men describe the births and activities of the unborn and inactive
which is undiscoverable even in the Vedic literatures. He is the Lord of the heart. Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanты Swami Shrilы Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvasesa Sunyavadi Pashta Chadesha Tarane Omaganati Marandasha Jananjanan Shalakaya Chakshuram Militam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Bachalam Pangam Langayate Girim Yak Kripatamaham Bande Shigurum Dinataranam. So this verse and purport mentions that how the Lord, he's actually not able to be discovered through the Vedas. И этот стих и комментарий говорит о том, что на самом деле Господа невозможно обнаружить в Ведах. And we understand how Lord Brahma in the Brahma Samhita, he describes how one can search at the speed of the mind trying to understand the absolute. Господь Брахма в Брахма-самхите говорит о том, что человек может пытаться, живое существо может пытаться искать Господа со скоростью ума. And one will not be able to even approach the tips of the toenails of the lotus feet of the Supreme Lord. Но он не сможет приближиться даже к кончикам стоп, кончикам ногтей Верховного Господа. And he describes how one can search with the mind for hundreds and thousands of years and will be unsuccessful. И Господь Брахма рассказывает там, что человек может, живое существо может тысячи лет искать без всякого успеха. So Prabhupada, he described once how fast the mind is. Однажды Прабхупада описал, насколько быстр ум. It's like Sati Mataji is on the other side of the planet from me in Moscow, and with the speed of my mind, I can associate with her right now. Как, например, матушка Сати находится на другом конце планеты, но со скоростью ума мы можем общаться. So the mind is so fast, but yet even for hundreds and thousands of years, utilizing the mind in that way, one cannot approach Krishna. Итак, ум настолько быстр, но даже за тысячи и тысячи лет, сотни тысяч лет, используя даже скорость ума, мы не сможем приблизиться к Господу. So Lord Brahma, he says, Vedeshu durlabham adurlabham atma bhakto. That through the Vedas, you cannot actually approach Krishna directly. Поэтому Господь Брахма говорит, что посредством вед невозможно приблизиться непосредственно лично к Господу. However, by the process of bhakti, he describes that one can immediately attain Krishna. Но в то же время он говорит о том, что благодаря процессу бхакти мы незамедлительно можем приблизиться к Кришне. And so it's described here how all these great sages, they describe the activities and qualities of the Lord for our benefit. И здесь говорится о том, что великие мудрецы и святые описали качества Господа для нашего блага. And by the mercy of the disciplic succession, we become engaged in that process of bhakti. И по милости цепи ученической преемственности мы приняли участие, стали участвовать в этом процессе бхакти. Of rendering loving service to the Supreme Lord. Выполнение преданного служения Верховному Господу. And so Prabhupada gave one example once that you can try to understand the Supreme through your analytical mind. И Прабхупада приводил такой пример. Мы можем попытаться понять Господа через аналитические способности нашего ума. And he compared that to having a jar of honey and trying to taste the honey by licking the outside of the jar. Но он сравнил эти попытки с тем, что у нас есть банка меда, и мы пытаемся лизать этот мед снаружи. You will not get the taste, you will not get the understanding. Так мы не получим вкуса, так мы ничего не поймем. But if you take the lid off the jar and stick your finger in, you can taste the honey. Но если вы снимете крышку с банки меда и засунете туда свой палец, вот тогда можно попробовать мед. So similarly, the acharyas in our line of disciplic succession, they are opening that jar for us. Таким же образом, предыдущие ачарьи в цепи ученической преемственности, они открывают эту крышку банки. And allowing us to taste that nectar of devotion. Они дают нам попробовать этот нектар преданности.
And as in Bhagavad Gita, also Krishna describes to Arjuna that this is a very ancient science. И в Бхагавадгите Кришна рассказывает Арджуне, что это очень древняя наука. And he tells Arjuna, I'm going to explain this science to you because you are qualified. И он говорит Арджуне, я расскажу тебе эту науку, потому что ты обладаешь квалификацией. Because you are my friend and you are my devotee. Потому что ты мой друг, и ты мой преданный. So that qualification of devotion to the Supreme Lord, that opens the door to bhakti. То есть вот эта квалификация, преданность Господу, она открывает двери бхакти. And so here this verse describes the transcendental, eternal nature of the Supreme Lord. Здесь этот стих описывает трансцендентную, вечную природу Господа. And it also describes how also we are eternal spiritual entities. И он также говорит о том, что мы являемся вечными духовными существами. However, there is a difference. Но между нами есть разница. The Lord is the supreme whole eternal living entity. Господь — это верховное, полное, вечное существо. And we are all minute parts and parcels of the Supreme Lord. In one, we're one in quality with the Lord. А мы все малюсенькие частички Господа. Да, мы едины с Господом по качеству, But not in quantity. но не количественно. So here it's described the Supreme Lord, his form is eternal. И здесь говорится, форма Господа вечна. Just like in Russia now, the sun is just setting. Как, например, сейчас в России солнце садится. And that doesn't mean that the sun is ceasing to exist. Но это не значит, что солнце прекращает существование. Right now in Canada, the sun is coming up on my horizon. А у меня здесь на горизонте солнце встает. And it's the same sun. То же самое солнце. So that's the nature of the Lord. He comes within our vision, he exhibits his pastimes, and then he moves out of our vision into another realm to exhibit those pastimes again. И природа Господа похожа на природу солнца. Он проявляет нам свои игры, а затем он исчезает, переходя в другую реальность, в другой реал для того, чтобы проявить свои игры снова. His forms are eternal. Но его формы вечны. Well, in this material world, we have forms. В этом материальном мире у нас тоже есть формы. But these forms are temporary. Но эти формы временные. And eventually we will leave this material form and take another form. И в конце концов мы оставим эту форму и примем другую. Either a form again in the material world. Либо это будет форма снова в материальном мире. Or if we perfect our Krishna consciousness, we will take our eternal spiritual form in the spiritual world. Или если мы добьемся успеха в нашем сознании Кришны, мы примем вечную духовную форму. So in Bhagavad Gita, Krishna makes this statement that one who understands the transcendental nature of his appearance and activities. И в Бхагавадгите Кришна говорит, делает утверждение, что тот, кто понял трансцендентную природу моих деяний и игр, he will not take birth again in this material world, but will attain my eternal abode. Он не родится снова в материальном мире, а достигнет духовного, моей духовной обители. So simply understanding Krishna, we can attain perfection. Просто поняв Кришну, мы можем добиться совершенства. And in this verse from Bhagavad Gita, Krishna is saying, simply understanding the Lord's eternal nature, one can attain perfection. А в стихе Бхагавадгиты, который я привел, говорится, что просто поняв природу Господа, мы достигаем совершенства. So we might examine, well, what does that mean to know Krishna and to know his eternal nature? И давайте зададим вопрос, что же значит знать Кришну и понимать его вечную природу? Because in this verse of Bhagavad Gita, Krishna says, evam yo veti tattvataha. Veti tattvataha means to know in truth. Веди татватаха, которые говорятся в этом стихе, значит знать истину.
So I might say, yes, yes, I know Krishna. Yes, I know Krishna is eternal. Yes, yes, I know all this. И я могу сказать, да-да, я знаю, кто такой Кришна, я знаю, что он вечный, я все это понимаю. But what does it mean to actually know? Но что значит действительно знать? So knowing Krishna is something which is very encompassing. Знать Кришну – это что-то всеобъемлющее. It's very important verse in the 13th chapter of the Bhagavad Gita. В 13 главе Бхагавад-гиты есть один очень важный стих. It's verses 8 through 12. 13 глава, стихи 8-12. In which Krishna describes what is knowledge. Здесь Кришна описывает, что такое знание. Now, I'll just ask Sati Mataji to just read that verse now. Actually, it's 8 through 12. So if you can read those verses, please. И сейчас я попрошу Матаджи Сати прочитать эти стихи. Этот стих включает в себя стихи с 8 по 12. Итак, стих. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая, безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признак важности самоосознания, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины. Это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. So these are the items of knowledge. Вот все это признаки знаний. And by imbibing these qualities, we actually have character. И когда мы разовьем эти качества, впитаем их в себя, у нас появится характер. And the manifestation of our Krishna consciousness is that we develop these qualities of knowledge. И проявлением нашего сознания Кришны является то, что у нас развиваются эти качества. Srila Prabhupada, he once said that if you have knowledge, but you have no character, it's useless. Однажды Шрила Прабхупада сказал, если у вас есть знания, но вы не развили качество характера, это бесполезно. So that's quite a sobering statement. И это такое отрезвляющее утверждение. And in this purport to this Bhagavad Gita verse, Srila Prabhupada, he says, as for actual advancement in spiritual science, и в этом комментарии к этому стиху Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада пишет, что же касается действительно прогресса в духовном знании, one should have a test человек должен пройти тест, испытание, to see how far he is progressing. для того, чтобы понять, насколько он уже продвинулся на пути прогресса. And he can judge by these items. И понять, насколько он продвинулся вперед, он может по наличию этих качеств. So that's very important. И это очень важно. So I'm sure most of you drive a car. Я уверен, большинство из вас водят машину. And you're looking, you're watching the road. Вы едете, смотрите на дорогу. But in your car also there's many gauges. Gauges? You have a speedometer. Okay. Но у вас в машине также много всяких приборов. There's a little light that goes on if there's a problem with the oil. Есть лампочка, которая загорается, когда масло нужно поменять. Many cars there's a light if your tire goes flat, a light will go Дальше on. во многих машинах есть лампочка, если у вас давление в шинах снижается. If the engine gets too hot, some other light goes on. Если двигатель перегревается, еще одна лампочка загорается.
So those are all indicators to maintain the proper operation of your car. Это все индикаторы, которые помогают нам хорошо следить за своей машиной. So in a car, it's relatively simple. То есть в машине все это относительно просто. If you ever had the opportunity to look into the cockpit of a modern airplane, А если бы вы заглянули, если у вас была возможность заглянуть в кабину современного самолета, there's so many of these lights and gauges. там столько этих приборов и лампочек. And so the pilot, he's flying, but he's also watching these gauges to make sure everything is operating properly. И пилот управляет самолетом, но в то же время ему нужно отслеживать все эти лампочки, индикаторы, чтобы знать, что все идет хорошо. So we understand that by engaging in the process of devotional service, one automatically makes spiritual advancement. И мы понимаем, что, занимаясь преданным служением, человек автоматически идет вперед, развивается на пути духовного прогресса. But at the same time, just like when you drive your car, generally every now and then you look at your gas gauge. Но в любом случае, когда вы за рулем машины, вы время от времени смотрите на уровень бензина. Because you don't want to run out of gas. Потому что вы же не хотите, чтобы он закончился, правильно? When you're 100 miles out of Moscow and there's no gas station. Отъехали на 100 километров от Москвы, и там еще и заправок нет. So in the same way, in our spiritual practice of Krishna consciousness, таким же образом, в нашей практике духовной практике сознания Кришны, is very important. From time to time, we look at these verses that describe the qualities of knowledge. Нам нужно постоянно возвращаться, время от времени смотреть на эти стихи, которые описывают качество знаний. That describe the qualities of one who is situated in transcendence. Те стихи, которые описывают качество живого существа, сосредоточенного на трансцендентном. And we read the 26 qualities of a devotee. Мы читали 26 качеств преданного. We read the 10 offenses against the holy name. Мы читаем, повторяем 10 оскорблениях святого имени. And all the principles describe the nectar and devotion of devotional service. Мы читаем принципы, описанные в нектаре преданного служения. So it's very healthy for us in our spiritual life to occasionally and regularly read these verses. Поэтому для нашей духовной жизни это будет очень полезно не только время от времени, а регулярно читать эти стихи. And as we sequentially read through all of Srila Prabhupada's books, и когда мы последовательно прочитаем все книги Прабхупады, these verses come up. то вот эти стихи тоже встречаются нам. And as Srila Prabhupada saying in this Bhagavad Gita verse, that one should take a test every now and then. И как Прабхупада пишет в Бхагавадгите в комментарии, человек должен проверять себя время от времени. See, is my false ego diminishing? Уменьшается ли мое ложное эго? Am I developing humility and patience? Развиваю ли я смирение и терпение? And it's very important to take that test. И эти тесты, проверки очень важны. Sometimes we can have this tendency, rather than to focus on our own advancement, иногда у нас есть такая тенденция, вместо того, чтобы сосредоточиться на собственном духовном прогрессе, to rather focus on the shortcomings of others. Мы начинаем смотреть на недостатки других. Like we have this vivid example in Chaitanya Charitamrita of one devotee named Ramachandra Puri. Как в читании Чаритамрити приводится очень показательная история Рамачандры Пури. So he was actually a disciple of Ishvara Puri. Он был учеником Ишвары Пури. Lord Chaitanya Mahaprabhu's spiritual master. Духовного учителя Шри Чайтаньи Махапрабху. And Lord Chaitanya Mahaprabhu had great respect for him because of that. И благодаря этому Господь Шри Чайтанья очень уважительно к нему относился. Actually, I think he was a disciple of Madhavendra Puri.
Хотя нет, по-моему, он был учеником Мадхавендры Пури. And anyway, Ramachandra Puri, his pastime was to find the faults in others. Ну, как бы там ни было, самым главным занятием Рамачандры Пури было искать недостатки в других. He had this pastime. His habit was to invite devotees for prasadam and then feed them very sumptuously and encourage them to eat more and more and more. И вот описывается, что у него был такой обычай, он приглашал преданных к себе домой и кормил их до отвала и вдохновлял их кушать больше и больше. And then he would criticize them for overeating. А после этого он их критиковал за обжорство. And he even did this to Chaitanya Mahaprabhu. И он даже поступил так со Шри Чайтаньей Махапрабху. He went into the room of Lord Chaitanya Mahaprabhu, saw ants on the floor. Он зашел в комнату Шри Чайтаньи Махапрабху и увидел на полу муравьев. If you've ever been to Jagannath Puri, I remember I was there once, and one devotee, he bought some of these gaja sweets. И если вы когда-либо были в Джаганнатх-Пури, я помню, один преданный там купил такой приборчик. Which are coated in a sugar syrup. Он покрыт сахаром. So he had them in a basket in a room. Извиняюсь, не приборчик. Он купил сладости, покрытые сахаром, которые он положил в корзинку в своей комнате. And the next morning, there was this whole line of ants, this army of ants in a line was going and coming from that box of sweets. И на следующее утро там уже была целая армия, цепочка из муравьев, которая протоптала дорожку к этой коробке сладостей. So Ramachandra Puri, he saw some ants like that in Chaitanya Mahaprabhu's room. Итак, Рамачандра Пури видит вот такую дорожку муравьев в комнате Шри Чайтаньи Махапрабху. And he started to criticize Lord Chaitanya. What kind of sannyasi are you? И он начинает критиковать Господа Чайтанья, говоря, что вы за такой саньяси. I see evidence that you are eating sweetmeats. This is not the duty of a sannyasi. Пожалуйста, вот доказательство того, что вы тут сладости кушаете. Разве так поступает саньяси? And so we understand that how Lord Chaitanya Mahaprabhu, he immediately reduced his eating to 1/2 of what he normally ate. И зная Шри Чайтанья Махапрабху, мы поймем, что то, что он сразу же сократил количество потребляемой им пищи в 2 раза. And all the Vaishnavas became devastated. И это очень расстроило всех преданных. Because their joy was to see Lord Chaitanya Mahaprabhu take prasadam nicely. Потому что когда Господь Шри Чайтанья Махапрабху принимал прасад, их сердца наполнялись радостью. And you see this painting of Ramachandra Puri in Chaitanya Charitamrita. И в Чайтанья Чаритамрите есть картина с Рамачандрой Пури. He does not look like a very happy person. И Рамачандра Пури там не выглядит как очень счастливый человек. Because his happiness was finding the faults in others. Потому что счастье ему приносили только недостатки других. We met a devotee once in Brazil who was studying psychology. В Бразилии мы однажды встретили преданного, который изучает психологию. And her professor had everyone in the class look around the room and make a list of the faults they saw in others in the room. И это была девушка на самом деле, и ее профессор психологии однажды дал им такое упражнение. Посмотрите вокруг и запишите на листочке недостатки всех тех, кто здесь присутствует. So everyone was looking around in the class and they're making notes. И все присутствующие студенты начали оглядываться по сторонам, делать заметки. And then the professor asked everyone, go through that list and examine how many of those faults you have within yourself. И затем следующим заданием профессор сказал: посмотрите на этот список, на каждое качество и отметьте те, которые есть у вас. And so this Mataji who was in that class, she said that was quite a startling realization for her. И эта преданная поделилась тем, что вот это упражнение открыло ей глаза. That she could actually
she could actually see the faults she was observing in others, she also had within herself. Потому что она четко увидела, что те качества, недостатки, которые она замечает в других, были в ней самой. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he used to say, do not be concerned with the faults of others. И поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он говорил, не смотрите на недостатки других, but rather you purify your heart and make advancement. очищайте свое сердце и духовно растите. Because these qualities, like this Bhagavad Gita verse, this type of character we're describing, we have to develop that within ourselves. Потому что вот эти качества, о которых мы прочитали в стихе из Бхагавад-гиты, это те качества, которые нам нужно развить в себе. And by developing that character and qualities, that's how we advance. И развив вот эти качества, мы тогда прогрессируем. Вот так мы прогрессируем, развиваем. And that's how we can attain Krishna. И так мы можем достичь Кришны. And know Krishna in truth. И знать Кришну по-настоящему. And we understand how in the cleansing of the Godija temple, и мы можем понять, что когда происходила вот эта игра по уборке храма Гундича, that Lord Chaitanya Mahaprabhu, he had all the devotees cleanse the temple and with water and cloths and brooms. Мы помним, что Господь Чайтанья Махапрабху воодушевил преданных делать уборку в храме Гундича. Они использовали тряпки, воду, швабры. And when they finished, he had them cleanse it a second time. А когда они закончили уборку, он сказал им провести уборку еще раз. To remove all the smaller particles of dust and straw. Для того, чтобы убрать все малейшие частички грязи и пыли. So Srila Prabhupada describes that we have to cleanse our heart like that. И Шрила Прабхупада говорит, что мы вот так мы должны очищать свое сердце. And when you're cleaning, you're looking for dust. Потому что когда мы делаем уборку, мы ищем пыль. You're looking for cobwebs and little particles of dry grass. Мы ищем паутину, мы ищем засохшую грязь. And you want to remove all of that. И мы хотим избавиться от нее, от всего этого. So Srila Prabhupada, he describes that you want to make the heart a very beautiful, fitting place where Krishna will come and sit and fully manifest himself. Мы делаем это для того, чтобы наше сердце стало прекрасным местом, как описывает Прабхупада, для того, чтобы мы могли пригласить Кришну, прийти в наше сердце и находиться в нем. And so, yes, we simply have to know Krishna is eternal, and we can go back to Godhead. И да, действительно, нам просто нужно понять, что Кришна вечен, и таким образом мы сможем вернуться назад, домой к Богу. And actually understanding Krishna is eternal, that is going to help us practice and manifest these items of knowledge, develop these qualities. И вот это понимание, что Кришна вечен, поможет нам практиковать, развить в действительности, в жизни эти качества знания. And again, it's a practice and it's a process. И я повторюсь, это практика, это процесс. When my daughter was in Gurukul, she was quite small. Когда моя дочь была в Гурукуле, она была еще маленькой. One of the teachers, they came to us and told us this funny story. Один из учителей пришел к нам домой и рассказал историю. She asked the kids in the class, what's the definition of eternal? Она задала вопрос детям в классе, что такое вечный? And so my daughter said, well, my mom says housework is eternal. Учительница спросила, что такое вечный, а моя дочь ответила, моя мама говорит, что домашняя работа – это вечность. So generally ladies, especially those who have children, realize that housework is eternal. You're always cleaning something, picking up after the kids. И мы можем понять это, женщины замужние, особенно с детьми, для них домашняя работа – это непрекращающийся вечный процесс. Sometimes it's like
if you have a thread and you're stringing beads on a thread, it's like putting beads on the thread, but there's no knot on the end, so they keep falling off. Вот представьте, если вы взяли нитку и нанизываете на нее бусины, но не завязали узел на конце этой нитки, и поэтому все бусины тут же соскальзывают с нее. And then you have to put the bead back on again. И вам опять нужно одевать бусину на нитку. So sometimes in our process of Krishna consciousness, trying to understand and develop these qualities of devotees, И иногда в процессе нашего сознания Кришны, когда мы пытаемся понять и развить в себе эти качества преданных, it might seem like putting beads on a thread with no knot on the end. это может казаться, что мы нанизываем эти бусины на веревку, на которой не завязан узел, и они спадают с них. That I'm trying to develop pridelessness and becoming free from false ego. Да, я хочу избавиться от гордости и от ложного эго. But we experience that again and again. Some situation comes which may disturb my false ego. Но снова и снова происходит какая-то ситуация, и мое ложное эго опять поднимается. And as we understand in Bhagavad Gita, how Arjuna, he said that the process of yoga, it seems very difficult and almost impractical. Мы знаем, как Арджуна говорил Кришне о том, что процесс йоги кажется очень сложным и даже непрактичным. And Arjuna said, it seems like trying to control the wind. Арджуна сравнивает этот процесс с попытками поймать ветер. And Krishna said, yes, Arjuna, you are right. It's very difficult. На что Кришна отвечает: да, Арджуна, ты прав, это очень сложно. But he told Arjuna, it's possible by constant practice and detachment. Но он сказал: Арджуна, это становится возможным благодаря постоянной практике и отречению. And he says, one who endeavors by the right means is assured of success. И он говорит, что тот, кто прилагает усилия правильными средствами, обязательно достигнет успеха. So we are very fortunate. We have the right means. Поэтому нам очень повезло, потому что у нас есть правильные средства. We have our shastras with commentaries by our great acharyas. Правильные способы. У нас есть шастры, комментарии великих ачарьев. And by reading these pastimes of Krishna, the mind becomes attracted to Krishna. И когда мы читаем истории о Кришне, наш ум привлекается к Кришне. And by hearing about the pastimes of Krishna with his great devotees, когда мы слушаем историю о Кришне и его великих преданных, we become very inspired by hearing of these saintly exalted qualities of Krishna's devotees. Нас очень вдохновляют замечательные качества преданных Кришне. And as we read through Srila Prabhupada's books, we see these descriptions of what it means to be advanced, what is actually required of us. И когда мы читаем книги Прабхупады, он рассказывает нам о том, что значит быть продвинутым, что значит быть преданным. And so that is the process. И он говорит о том, что это процесс. Bhagavatam describes it by regularly hearing the Bhagavatam, everything that is inauspicious within the heart will gradually be destroyed. И говорится в Бхагаватам, что регулярно, слушая Бхагаватам, все неблагоприятное в нашем сердце будет разрушено. So we should not lose sight of that goal. Поэтому мы не должны забывать об этой цели. And not fail to take advantage of the means to attain that goal. Мы должны максимально использовать все эти способы и средства, которые нам дарованы, чтобы достичь этой цели. And to be serious. И быть серьезным. Prabhupada described once, seriousness means determination to make advancement. Прабхупада однажды сказал, серьезность – это значит решимость к достижению прогресса. So then we might think, okay, I'm going to become serious. И тогда мы можем подумать, я буду серьезным. And so Prabhupada said, seriousness means determination to make advancement. Итак, Прабхупада сказал, серьезность – это решительность
в достижении прогресса. And I might think, okay, I'm going to be serious, I'm going to be determined. И поэтому человек может сказать себе: я буду серьезен, я разовью решительность. And then a little later, you will read Prabhupada said, determination means to not be frustrated or agitated by any obstacle or difficulty that comes before one. А далее он читает у Прабхупады: решительность – это не расстраиваться и не впадать в беспокойство, встречая препятствия на своем пути. And he said, without that determination, one will not make any advancement. И Прабхупада пишет: без такой решительности человек не будет делать никакого прогресса, не сможет прогрессировать. So that's like another little test that Prabhupada describes. И это еще один тест, который описывает Прабхупада. And sometimes they pull over people on the highway and they give them something they call a breathalyzer test to see if they're intoxicated. Знаете, иногда полицейские останавливают машины на дороге и водителю дают тест на алкоголь. So sometimes we read these things like how you have to be determined and what determination means. И похожим образом, когда мы читаем вот эти вещи, что нужно быть решительным, что такое решительность. And I realized that, yes, actually, I do get frustrated by obstacles. И мы начинаем понимать, на самом деле меня-то расстраивают эти препятствия. My mind does get disturbed. Мой ум они беспокоят. And I just failed the breathalyzer test. А ведь это просто тест на алкоголь, вот этот похожий тест. And if we're not up to standard, we can continually try to improve ourselves. Конечно, если мы еще не соответствуем стандарту, мы должны постоянно прилагать усилия стать лучше. And as Prabhupada described the example of the sparrow that was trying to dry up the ocean. И мы помним пример, который приводит Прабхупада, воробьихи, которая хотела осушить океан. The sparrow its eggs had been swept away by the waves of the ocean. Волны океана унесли яйца воробьихи. And the sparrow told the ocean, well, if you don't return my eggs, I'm going to dry you up. И воробьиха сказала океану: если ты не вернешь мои яйца, то я иссушу тебя. And the sparrow with its little beak was taking drops of water from the ocean and trying to empty the ocean. И своим маленьким клювиком воробьиха брала капельки океана и пыталась осушать. So at times for us trying to develop these exalted spiritual qualities of knowledge, поэтому время от времени попытки развить вот эти возвышенные, замечательные качества знания, it may seem to be a struggle like that. Они могут быть похожи на вот эти попытки воробьих. But if we pray to develop that determination to somehow or other come up to that standard of spiritual qualities of character, если мы будем молиться о том, чтобы мы так или иначе возвысились до этого духовного уровня обладания вот этими качествами характера, then Krishna will help. Тогда Кришна нам поможет. Just like Garuda saw the plight of his little sister bird, and he came down and told the ocean, return the eggs or I will take up. Таким же образом, как и Гаруда увидел усилия своей маленькой сестры и обратился к океану: верни ее яйца, или я иссушу тебя. So, to summarize, Krishna consciousness is actually incredibly simple. И подведем итог. Сознание Кришны очень простая вещь. We simply have to understand Krishna's eternal nature. Нужно просто понять вечную природу Кришны. And we are assured of going back to Godhead. И мы тогда точно вернемся назад домой к Богу. And at the same time, as we develop that knowledge of Krishna's eternal nature, и в то же время, когда мы развиваем вот это понимание вечной природы Кришны, we make a concerted effort with patience and determination to try to develop and practice these qualities of knowledge. Мы делаем осознанное и терпеливое усилие. Мы пытаемся практиковать эти качества знания. And by doing so, we'll actually come to understand Krishna veti tattvataha in truth and total.
И действуя таким образом, мы действительно поймем Кришну веди татвитаха, в его истинном виде, сути. So thank you very much. I'll end there. If there's any questions, we'll take questions. If not, we'll end now. Большое вам спасибо. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Yes, we have one question. Okay. Question from Yulia. Hare Krishna, thank you very much for your class. At one of the courses, we were asked to describe emotional blindness and spiritual blindness. What can you say about that? Just let me say the question in Russian. У нас есть вопрос от Юлии. Харе Кришна, благодарю за лекцию. На одном из курсов нас просили описать эмоциональную слепоту и духовную слепоту. Можете рассказать об этом? Yes. So the question is about emotional blindness and spiritual blindness. Итак, наш вопрос о духовной слепоте и об эмоциональной слепоте. And actually that's very relevant because emotions are also like a type of gauge. Это тоже очень важные вещи. Эмоции, они подобны тоже приборам. The root of the word emotion means to put something in motion. В английском языке слово эмоция связано со словом движение. То есть эмоция приводит что-то в движение. So emotions, they're not good or bad. Поэтому сама по себе эмоция – это не плохо и не хорошо. That emotions are the observation and feelings that we're perceiving from some stimulus around us. Эмоция – это реакция наших чувств на какие-то воздействия внешней среды. And the purpose of that emotion is to stimulate within us the desire to take the appropriate action. И цель этой эмоции – это спровоцировать в нас какое-то действие. And so it's very important to be aware of those spiritual emotions and emotions in general. Поэтому очень важно знать, что такое эмоции и что такое духовные эмоции. If you ignore your emotions, it can be like driving the car and being oblivious to your dashboard on your car. Игнорировать свои эмоции – это то же самое, как вы ведете за рулем машины, но вы полностью игнорируете, не обращаете внимания на все приборы, которые на панели находятся. You might run out of gas, or the engine can seize up. Таким образом, вы с легкостью, и бензин у вас может закончиться, и двигатель перегреться. And actually, it's a very big problem in our world, especially for men, that men sometimes become not sensitive and blind to their emotions. На самом деле это большая проблема в нашем мире, и особенно для мужчин. Мужчины очень часто остаются слепы к своим эмоциям. Just like right now, the World Health Organization declared this COVID a pandemic. Как, например, Всемирная организация здоровья объявила, что во всем мире у нас пандемия ковида. And they also made a statement that there's an actual crisis, actually almost an epidemic within males, that men have become very callous and unaware of their own emotions. И также наряду с этим было заявление о том, что по статистике, исследования показывают, что мужчины в современном мире стали очень пренебрежительно относиться к своим эмоциям, они их игнорируют. And it's caused higher rates of disease, heart disease, mental illness, and suicide among men. И это становится причинами сердечных заболеваний, прочих заболеваний и даже суицидов среди мужчин. So those emotions that we have, they have their origin originally in our spiritual emotions. Эти эмоции, которые у нас есть изначально, это духовные эмоции. And by becoming aware of our own emotions, it can help guide us towards actually
behaving and living according to these qualities of knowledge described in Bhagavad Gita. Знание собственных эмоций может привести нас и помочь нам на пути развития и жизни по этим качествам знания, которые мы читали из Бхагавад-гиты. And again, living those qualities, that's going to help us fully understand Krishna. И как мы уже говорили, жить по этим качествам, это поможет нам полностью понять Кришну. So, very nice question. Thank you. Спасибо. Очень хороший вопрос. Большое вам спасибо. We have one more question. What is happiness? У нас есть еще один вопрос от Ольги. Что такое счастье? There's material happiness, which is flickering and temporary. Есть материальное счастье, которое сиюминутно и временно. Which is dependent upon obtaining the fruits of one's desires. Оно зависит от получения плодов своих желаний. Исполняются ли наши желания? And there's spiritual happiness, which is dependent upon our relationship with Krishna. И есть духовное счастье, которое зависит от наших отношений с Кришной. And is not dependent upon any external circumstances. Духовное счастье не зависит ни от каких внешних обстоятельств. We understand how the Pandavas, they went through so many trials and tribulations. Через сколько испытаний и несчастий пришлось пройти пандавам. Great difficulties. Огромные трудности. And when everything was finally solved, all the problems were finished with by Krishna's mercy. И когда все наконец-то успокоилось, и все проблемы закончились по милости Кришны. And Kunti was praying to Krishna. Кунти молилась Кришне. Because she realized Krishna was leaving them. Потому что она осознала, что Кришна собирается оставить их. And they developed such love and dependence upon Krishna. И у нее было такое счастье, она была так зависима от Кришны. And so she prayed, my dear Lord, let these calamities happen again and again. Она молила: Господь, пожалуйста, снова и снова посылай мне эти несчастья. So that we may see you again and again. Чтобы я снова и снова могла видеть тебя. So although the Pandavas were in immense difficulties for so many years, Итак, пандавы переживали все эти сложные ситуации столько лет. they experienced this internal happiness because of their dependence on Krishna and their connection with Krishna. Но при этом они чувствовали это внутреннее счастье, потому что они зависели от Кришны и были связаны с ним. So much so that Kunti is praying, let this happen again so we can be more dependent on you. И эта связь была такой сильной, что царица Кунти говорит: пусть они приходят, эти несчастья, снова и снова, только чтобы помнить о тебе. So real happiness comes when we develop this dependence upon Krishna. Поэтому настоящее счастье приходит, когда мы развиваем в себе зависимость, вот такую зависимость от Кришны. And that will fully manifest as we develop all these qualities of knowledge. И эта зависимость у нас полностью проявится благодаря тому, что мы разовьем качество знания. Thank you, Prabhu. And Yulia, who sent us the first question, she says, thank you for your answer. And we have one more question from Olga. Actually, three questions from Olga. What is love from God? What is love of God? Then, how deep can a person love God? How deep? And what is the main quality a man has? What is the main quality of a man? Main quality of a man. Yeah. So that, just let me read it in Russian. Yes. У нас три вопроса от Ольги. Что такое любовь от Бога? Насколько человек может любить Бога? И каким главным качеством обладает мужчина? So the first question was, what is the love of God? So love, that was love from God. Love of God and the depth of love of God. Yeah.
Давайте поговорим о любви Бога и о глубине. Насколько человек может любить Бога? So we can understand from reading the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu how he exhibited what unalloyed, ecstatic, pure love of God is. Читая историю о Шри Чайтанье Махапрабху, мы можем увидеть, как он проявлял эту чистую, беспримесную любовь к Богу. Complete spiritual ecstasies. И мы читаем о его духовных экстазах. And we can understand that, if we might say, well, what is the ultimate depth of love of God? И если говорить о том, насколько глубоко человек может любить Бога, and Chaitanya Mahaprabhu, he would say, I have no love of God. То сам Чайтанья Махапрабху говорил, во мне нет любви к Богу. And he would say, if I actually had love of God, the separation would be so great that I would not be able to stay in this body. Потому что он говорил, если бы во мне была эта любовь, то разлука с ним была бы настолько жестокой, что я не смог бы даже стоять перед вами. So obviously that's a statement of immense humility. И, конечно же, это утверждение, пронизанное глубоким смирением. But we can understand that the love of God is a very huge, deep ocean. И мы можем понять, что любовь к Богу – это огромный, бескрайний океан. And we are tasting little drops of that ocean. И мы получаем вкус маленьких капелек из этого океана. The nectar of devotion. Нектара преданности. And by the process of bhakti, we continually uncover our spiritual nature, and we're able to taste more of that ocean of love of God. Благодаря процессу бхакти мы все больше и больше открываем в себе вот эту духовную природу и можем больше и больше чувствовать нектар Бога. So again, it's a gradual process, and we gradually begin to taste more and more. Конечно же, это постепенный процесс, и этот вкус приходит к нам все больше и больше постепенно. And that increases our faith and determination to make more advancement. И это усиливает в нас нашу веру и решимость еще больше расти на духовном пути. And second part of the question, or the third question, was what was the real nature of man? What main quality does a man have? Main quality. Yeah. И третий вопрос был, каким главным качеством обладает мужчина? That could be a very complex question, but Это может быть очень сложным вопросом. I would say, in essence, the main quality we have is that, in actuality, in relationship with the Supreme Purusha, we are actually Prakriti. Я думаю, что наше самое главное качество главного мужчины в том, что в его отношениях с Пурушей Богом, он представляет Пракрити. That we are all men and women. Our purpose and goal of life is to serve Krishna and make Krishna feel loved by our service. Любое важное качество и мужчины, и женщины – это то, что мы служим Кришне с любовью. And in terms of the designations of our bodies, а если уже говорить на телесном уровне, we may have different duties and occupations according to the designation of the body. В зависимости от того, в каком теле мы находимся, у нас могут быть разные обязанности и деятельность. And in terms of the important duties within a male body, если говорить о важных обязанностях мужского тела, that one's duty is again to serve Krishna. Конечно же, снова это служить Кришне. And in terms of one's relationship with wife and family, а если говорить об отношениях с женой и семьей, there's kind of a paradox there. Здесь у нас возникает парадокс. Because we understand how men are the protector. Потому что мы понимаем, мужчина он защитник.
And Prabhupada described how men, they need to feel they have a superior position. И Прабхупада пишет о том, что мужчине важно знать, что он главный. And the other side of the paradox is that we are all spiritually equal. Но парадокс в том, что мы на самом деле все духовно равны, с духовной точки зрения равны. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur described that when looking to marry, Шрила Бхактивиданта Сарасвати говорит, когда мы ищем партнера для брака, both man and woman should only accept someone who they see as a better servant of the Lord than themselves. И мужчина и женщина должны найти такого партнера, который является более возвышенным слугой Господа, чем он или она сами. So that's another paradox. Снова еще один парадокс. How do you do that? Как же это сделать? So that means there's a mutual humility and respect. А это означает, что у нас должно быть естественное смирение и уважение. There's a sense of mutual service. Должно быть вот это взаимное служение, забота. For the satisfaction of the Supreme Purusha, Krishna. Ради удовлетворения Верховного Пуруши, Кришны. So the main duty of men, especially in relationship with women and women in relationship with men, is to live in harmony for the satisfaction of Krishna. Поэтому главное качество и обязанность мужчины и главное качество и обязанности женщины – это гармонично жить, вести гармоничные отношения для удовлетворения Верховного Господа Кришны. So I will end on that note. Thank you very much for your На interest, этой participation. замечательной ноте я закончу. Спасибо вам большое за ваше внимание. Харе Кришна. Hare Krishna. Большое спасибо.